Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Ребята, переговоры скоро начнутся, точнее, частично уже начались. Давайте разберемся, что там происходит в Турции. Ничего, скажем, очень сверхъестественного не происходит, сразу скажу. И ожидать чего-то от этих переговоров вряд ли стоит. Но давайте по порядку, потому что кто его знает, чем все закончится. Украинская делегация во главе с министром иностранных дел Сибигой уже находится в Турции. Значит, в Анталии они провели уже переговоры с союзниками по НАТО. Там была Польша, Франция, Великобритания, Германия. Наметили, как говорится, конкретные шаги, что делать дальше, потому что в Европе всем все, я думаю, что всем все понятно, но формально нужно дождаться завершения так называемых переговоров с российской делегацией. Да. Ну и потом в Стамбуле будут наши после обеда сегодня встречаться с рашистами. Сразу был вопрос, а что за делегацию пришлет этот бункерный Чучмендер в Турцию? Как оказалось, я вчера говорил, что делегация будет второразрядной. Она оказалась третьеразрядной. То есть я вчера говорил, что возможно поедет конь в пальто Лавров. Ну и вот эта вот шайка-лейка, которая вокруг него. Оказалось еще скучнее. Поехали замминистры и с ними Мединский. Кто такой Мединский, какая у него сейчас роль на России, я даже не знаю. То есть он просто никто. Вот. И несколько замминистров поехали. То есть делегация третьеступенчатая, третьеразрядная, которая абсолютно ничего решать не в состоянии. То есть они припрутся на переговоры, скажут то, что им сказал передать их великий вождь, и на этом, собственно говоря, все, потому что каких-то возможностей что-то обсуждать, и они никто, у них нет, да. Вот, поэтому делегация несерьезная, и ожидать, что они будут обсуждать серьезные проблемы, абсолютно не приходится. Если бы Путин был готов на переговоры, он бы или сам поехал, скорее всего, или прислал бы кого-то посерьезнее, но не вот этих вот шлэперов, которые туда приехали. И это очевидно всем, кроме, с одного раза, конечно же, кроме Трампа. Знаете, я вот несколько дней даже так немного удивлялся Трампу, что Трамп начал говорить правильные вещи какие-то, что касается Украины, России. Но сегодня мы увидели, что он опять включил, что сказать, как это назвать? Включил дурака, так сказать, да, что ли. Вот, я сейчас вам дам цитату, и вы просто офигеете. И чтобы вы не говорили, что это я все выдумал, я еще и оригинал выложил у нас на телеграм-канале, чтобы, кому интересно, посмотрите внизу в описании к данному ролику будет оригинал того, что сказал этот глубокий мыслитель по поводу того, что Путин не приехал. И помним вот эту всю катавасию. Трамп несколько раз приглашал Путина, что нужно приехать в Стамбул, что нужно провести переговоры именно Путину, а не какому-то шлэперу Мединского, фамилию которого никто не знает, да, и там этих остальных шлэперов, я честно, я даже не знаю их фамилии, кто это ноунеймы едут, да, приехали точнее, то есть вообще никто, зовут их никак. И мы помним, как, значит, Трамп настаивал, вот если Путин не приедет, то тогда нам все понятно, и вот это нагнеталась, эта вся обстановка, что Путин не приехал и прислал никого. Вот, а теперь слушайте, значит, американские журналисты задают Трампу вопрос. Вы разочарованы ли вы неприездом Путина, таким вот поведением Путина? Ответ следующий. Я не разочарован, что Путин не приехал. Я действительно сказал, почему бы ему ехать, если я туда не поеду? Рука-лицо. Я не планировал туда ехать, но я поехал бы. Я говорил... Это поток сознания идет, это дословный перевод, поэтому извините. Как он говорил, так я и передаю это. Я говорил, что не думаю, что он приедет, если я там не буду, и это оказалось правдой. Мы имеем людей там. Марк там, он делает... Марк, это Рубио. Он делает фантастическую работу. Я не думаю, что это было возможно Путину приехать, если я туда не еду. Конец цитаты Трампа. Вчера он говорил одно, что Путин должен приехать. Если Путин приедет, я туда найду возможность приехать. Без вариантов. Сегодня он начинает, когда Путин, естественно, не приехал, забил болт на это все, он начинает привычно оправдывать Путина. Вместо того, чтобы сказать, что мы на него сейчас санкции, да мы ему тут здесь, да мы ему тут там, он привычно продолжает
заискивать перед Путиным. То есть он занялся опять тем же самым, чем он занимался, паршивством вот этим вот, чем он занимался все оставшееся время. И опять встает вопрос о агенте Краснове. Опять, вот после таких выражений, ну как не вспомните о агенте Краснове? Я не знаю, потому что сейчас если это президент великой страны, он должен был на этой присухе размазать Путина как майонез, как шлепок майонеза по асфальту, понимаете? Вместо этого он его какие-то неуклюжие оправдания ему ищет, какую-то чушь городит. То есть какой-то поток мыслей, из которого выцепить мысль вообще невозможно. Лишь бы ни слова не сказать против Путина. Ну, с таким, знаете, с таким подходом, то хорошо, что Трамп туда не приезжает. Все, что я вам могу сказать. Да, и, конечно, гениальный переговорщик. До начала переговоров слил все, что только можно. Все предметы переговоров он слил до начала. Вот. А теперь тот вообще наплевал ему полную морду. Значит, наплевал, не приехал, вообще не ответил, ничего не это. Он его начинает оправдывать. Блин, это у меня просто слов не находится, ребята. Так же нельзя, но это унижение какое-то. Вот, собственно говоря, и все. То есть, что вам сказать? Да, переговоры с расистами начнутся после часу дня. Насколько вот это все сегодня видно, как эта ситуация видится. Ожидать от них прекращения огня, лично я не ожидаю, конечно. По-моему, вот этот весь хайп, он лишний от этих переговоров, потому что Путин послал туда делегацию, цель которой заявить хотелки Путина, хотелки именно, больше ничего абсолютно. И собственно, все. И сбросить с себя какую-то ответственность, в чем ему активно, за срыв переговоров, в чем ему активно помогает Трамп. Вы же видите, Трамп просто перед Путиным вот так вот бегает с высунутым язычком, как та собачка, что изволите, хозяин, да? Ну вот так, опять. То есть вернулся опять тот Трамп, который всегда и был, собственно говоря. Вот. И ничего особенного, то есть от него ждать не приходится, никаких прорывов, никаких прекращений огня. Путин надеется на летнюю кампанию наступательную, то есть он хочет атаковать, хочет захватывать новые территории, хочет, чтобы война продолжалась. Трамп показал себя абсолютно бессильным, в настоящий момент политиком. То есть он никаким образом Путину не противодействует. По крайней мере, я этого не вижу. Еще один очень интересный момент, что перед тем, как отправлять вот этих шмендриков, ноунеймов в Стамбул на переговоры, этот самый Путин советовался с министром обороны, у них было большое совещание, там был министр обороны, начгенштаба, был директор службы внешней разведки, начальник ГРУ и так далее. То есть все силовые, начальник Росгвардии и так далее, все силовые ведомства, видимо, знаете, когда вы собираете кого-то и хотите мира, хотите добиться мира, вы собираете другой состав людей. А когда ты собрал всех представителей силовых ведомств, а потом отправляешь куда-то делегацию, ты рассчитываешь исключительно на войну. Вот, собственно, тут это уже абсолютно очевидно. Абсолютно очевидно всем, кроме Трампа.